Английский язык, Rainbow English, учебник, вторая часть. Упражнение 6, степ у нас 6, юнит 4. Нужно прочитать текст, состоит он из 4 частей, и соотнести их с названиями. Одно название будет лишнее. Читаем перевод, и мы потом разбираем вот с этими названиями. Insects live all over the world. There are more kinds of them than of animal species. We know more than 850,000 different kinds of insects. In other words, 8 out of 10 of all the earth animals are insects. Some of them are very small. Others are as big as your hand. Some of them are useful and helpful. Others are dangerous. Many have interesting life stories. Here are some of them. Давайте сразу с переводом. Насекомые живут по всему миру. Их больше видов, чем всех видов животных. Мы знаем более чем 850 тысяч разных видов насекомых. Другими словами, 8 из 10 всех животных на Земле являются насекомыми. Некоторые из них очень маленькие, другие размером с вашу руку. Некоторые из них полезные. Это тоже полезно. Это два синонима, поэтому просто переводим полезные. А другие опасны. Многие имеют, скажем так, у многих интересные истории жизни. И вот некоторые из них. Второе. Bees are social insects. They live in big groups or colonies. Each colony has a queen bee and worker bees. A worker bee's life is very short, usually about 4 weeks. Worker bees fly and collect nectar from flowers. A bee can see some colors. They are green, blue, and ultraviolet, which people cannot see. But red is no color to a bee. It sees red things as black. By the way, a bee must visit about 4,000 flowers to make a tablespoon of honey. Worker bees are very busy insects. People often say as busy as a bee about someone who has a lot of work to do. Пчелы – социальные насекомые. Они живут большими группами или колониями. Каждая колония имеет королеву-пчелу и рабочих пчел. Жизнь рабочей пчелы очень коротка, обычно около 4 недель. Рабочие пчелы летают и собирают нектар с цветов. Пчела может увидеть кое-какие цвета. Они являются зеленым, синим и ультрафиолетовым, который человек не может видеть. Но красный цвет – это не цвет для пчелы. Она видит красный цвет, скажем так, вещи красного цвета, как черными. Кстати, пчела должна, тут, скажем, навестить, тут как опылить. В общем, давайте как прилететь к примерно 4000 цветкам, чтобы изготовить чайную ложечку меда. Рабочие пчелы очень занятые насекомые. Люди часто говорят такой же занятой, как и пчела. Про кого-то, кому нужно работать очень много. Так, дальше третий. Ants are social insects too. They are colony makers and have been living on the earth for about 100 million years. Their number is very large. You can find ants in forests and mountains, in plains and valleys, nearly in all the places of our planet. Some colonies are on the ground, others live deep in the ground. Most ants are wingless, but their queens usually have wings. Ant workers get food for the queens. Ants are very hard-working insects.
Муравьи – социальные насекомые тоже. Они создают колонии и живут на Земле примерно 100 миллионов лет. Их количество очень большое. Вы можете найти муравьев в лесах и горах, на равнинах и в долинах, практически во всех местах нашей планеты. Некоторые колонии находятся на Земле, а другие живут глубоко под землей. Большинство муравьев не имеют крыльев, но их королевы обычно имеют крылья. Рабочие муравьи приносят, скажем так, еду для королевы, и муравьи очень трудолюбивые насекомые. Четвертый. Butterflies are flying insects. They live in most parts of the world, even as far north as the Arctic. Butterflies have many colors. They can be big and small. One of the smallest lives in South Africa. The largest is the Queen Alexandra, that is as big as a bird. All butterflies begin their lives as caterpillars, which appear from eggs. The caterpillars spend their lives eating plants. They change their skin several times as they grow. Then a caterpillar turns into chrysalis, from which a butterfly comes out. Some butterflies fly from one part of the world to another during some seasons. One of the most famous is the monarch butterfly in North America. In the summer, it lives all over the USA and Canada. In the autumn, monarch butterflies fly south to Mexico, Florida, and California for the winter. In spring, they fly back again. Dragonflies, beetles, ladybirds, and moths have their interesting and unusual stories. Бабочки – это летающие насекомые. Они живут в большинстве частей мира, даже так далеко на севере, как в Арктике. Бабочки, имеют много цветов, ладно, пусть будет дословно. Они могут быть большими и маленькими. Один из самых маленьких живет в Южной Африке, а самая большая является королевой Александрой, название, которая размером с птицу. Все бабочки начинают свою жизнь как гусеницы, которые появляются из яиц. Гусеницы проводят свои жизни, поедая растения. Они изменяют свою, тут дословно кожу, шкуру, давай скажем оболочку. Они изменяют свою оболочку, меняют несколько раз с периодом их роста. А затем бабочка превращается в кокон. Это в один кокон, из которого появляется уже бабочка. Некоторые бабочки летают с одной части мира в другую во время некоторых сезонов. Одна из самых известных бабочек – это, как же они у нас называют? Вроде бабочка-монарх, в принципе, так и есть, наверное, в Северной Америке. Летом она живет по всем США и в Канаде, а осенью бабочки-монарх летят на юг, к Мексике, Флориде, Калифорнии на зиму. Весной они возвращаются обратно. Стрекозы, жуки, божьи коровки и мотыльки также имеют свои интересные и необычные истории. И теперь соотносим названия. Первый в переводе был житье, жизнь, жизнь на земле и под ней. Это, скорее всего, все-таки про муравьев. Там рассказывалось, что они живут во многих местах, плюс и под землей тоже. То есть это третье. Работать усердно, а получать мало. Это, скорее всего, про опыление цветков пчелами, то есть и про их маленькое количество меда производимое, то есть это второй.
Uncommon species — это у нас какие-то необычные виды. Ну, в целом, именно упор на этого не было, поэтому здесь прочерк. Насекомые с несколькими жизнями — это про бабочек, то есть там кокон и гусеница. И последний, их так много, это в целом вот как раз первый был у нас, сколько всего количества насекомых в мире.